И снова всем привет, с вами Реторн. Мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами наконец-то все-таки дошли до Текевара. Я, честно говоря, уже не думал, что мы туда дойдем, по крайней мере в той серии. Но сейчас посмотрим, что из себя представляет это, видимо, село все же, деревня какая-то, да, поселение небольшое. Потому что я думал, что это город, но оказалось, что нет. У нас тут, кстати, есть, смотрите, Текевара и берег Сунепу. Ну, сюда, возможно, мы зайдем пешком. А пока поехали в Текевар. Еще, кстати, нам обязательно нужно будет, ребят, по заметочкам нашим пробежаться. Потому что, как вы помните, там в заметках были некоторые высокоуровневые локации монстры, да, которых мы решили обойти. Прошу прощения. Так, Текевар, осенний закат, Инаутон, 2823 год. Это корабль, я спасен. Вектор. Гном обмахивается тряпкой. У него темное лицо, блестящее от испарины. На его рубашке заметны следы пота. Он смотрит на вас, как тонущий на суше. Я уже много недель торчу на этом необитаемом острове. Валианская торговая компания никого ко мне не отправляет. Разве что... Он искоса смотрит на вас, лихорадочно промакивая лоб уголком тряпки. Меня наняли, чтобы найти экспедицию. Полагаю, это ты. Белфетто, ты как раз вовремя. Испуганно сглотнув, он оборачивается через плечо на сонную покосившуюся деревню. Его взгляд мечется от одной покрытой травой крыши к другой, как будто он ожидает появления чего-то невыразимо ужасного. Проследить за направлением взгляда, чтобы видеть, на что он смотрит. Он не смотрит ни на что определенное, но когда кто-нибудь из местных Аумоу оказывается поблизости, его глаза расширяются от тревоги. Он моргает и прокашливается. Управляющая Альвари сказала тебе, что мы искали на Покакахаре, сияющую Адру? Я переживаю, что Руану, местный вождь, отправил капитана Безу и моих товарищей по ложному следу. Он мнет тряпку в руках. Зачем ему так поступать? Если я в море и меня преследует акула, я не стану ее спрашивать, зачем. Он обмахивается тряпкой, как платком. Руану был последним, кто говорил с капитаном, прежде чем она отплыла. Он обитает в хижине на северо-востоке этого сомнительного рынка. Он кивает в сторону разграбленного корабля. На северо-востоке этого сомнительного рынка. Я поплыл бы с ней, но мой живот... Мне стало нехорошо. Они должны были вернуться уже несколько недель назад. Я Кок, а не поисковый отряд. Он гладит живот и моргает. Вектор — это не валианское имя. Паргрум. Мои предки забыли свои кочевые традиции, когда перебрались в республики. Ага, Паргрун — это наименование любого странствующего клана горных гномов. Но я вижу преимущество жизни на одном и том же месте. Если это безопасное место, конечно. Он вытирает заднюю часть шеи и оглядывается. Я буду внимательно смотреть по сторонам. Может, они нашли что-то интересное. Аграчима, приятно это слышать. Он вздыхает и сдержанно кланяется. Компания всегда готова заплатить за то, чего у нее нет. Он кивает, в его покрасневших глазах мелькают первые признаки облегчения. Почему ты так нервничаешь? Когда мы прибыли на Текевару, вождь оказал нам прием, достойный герцога. Мы пировали, танцевали, пили и спали ровно столько, что можно было продолжить пировать, пить и танцевать дальше. Тень улыбки пробегает по его лицу. У тебя было слишком много дел для скорбного желудка.
Канет. Музыка и Эль — это лекарство для души. Он хлопает ладонью по груди и робко смотрит на вас. И все равно они ничего не сделали, чтобы смягчить Анараху. Он сказал, что мы приплыли, чтобы ограбить их. Они с Наири настроили всех местных против нас. Он вытирает свежий ручеек пота на виске. После этого мы спали на корабле и по очереди наблюдали за берегом. Все, кроме меня, конечно. Мне нужно было отдыхать и восстанавливаться. Он кашляет. Однажды утром наш дозорный увидел, как Руану и Анахару куда-то ушли вдвоем. Куда они пошли? Откуда мне знать? Я слышал только, что они ушли из деревни. А днем Руану вернулся один. А теперь никто из местных даже не вспоминает об Анараху. Подозрительно, согласись. На его лбу блестят капельки пота. Капитан хотела вернуться, пока ветер не переменился. Ты упоминал Наири. Жрицу? Она хочет отправить меня в пасть своей рыбьей богини, это я точно знаю. Он начинает обмахиваться еще быстрее. Она обитает в святилище, рядом с этой ужасной статуей. Я не выношу ее злобный взгляд, но если тебя она не пугает, попробуй поговорить с ней. Мне нужны кое-какие припасы. Капитан оставила мне все, кроме самого необходимого для плавания. Я зарабатывал на жизнь торговлей. Экоси, но Эли у меня почти не осталось. Он слабо улыбается и показывает тебе свои товары. Треуголка Акины. Точность в дальнем бою плюс 5, время перезарядки минус 10. О, а это интересно. Наручи мечника. Скользящие удары. На 10% обычных попаданий противника становятся легкими от оружия. Плащ прогоняющего бурю. Масляная кожа повышает класс защиты от водных атак. Увеличится, когда владелец теряет здоровье. Максимальный класс плюс 3. Повышает класс защиты от ледяных атак и от электрических. Тоже интересно. Рукавицы надежности. 15% промахов становятся легкими попаданиями для знакомого оружия. Вот это очень интересно. И они, кстати, все такие недорогие. Гримуар от отвлечения. Интересно, можно ли здесь перезаписывать гримуары? Давайте рукавицы надежности купим. Вот. И купим мы их Эдену. Ну, остальное, в принципе, и так понятно. Я должен присматривать за товарами в фактории. Ты пришел проведать меня, да? Так, давайте Эдеру наденем. Ага, у него здесь точность плюс 3 получается. А у нашего главного персонажа рукавиц нет. Значит, тогда это будет главным персонажем. Отлично. На стойке сушатся небольшие рыбки, в которых больше костей, чем мяса. Их глаза провалились, чешуя потускнела. Благослови тебя миром. Так, вот у нас оселение. Фактория, клетка, хижина Куару, общественный склад, хижина вождя, святилище. Ну что ж, ребят, будем все сейчас исследовать. Это другой знак. Это дурной знак иметь такую юную жрицу. Возраст не гарантия мудрости. Вспомни Анну. Прикуси язык. Петра Амиры разнесут твои слова. Ой, не-не-не, мы ничего не крадем. Химуи. Сплетено из тростника каора, прочного, но гибкого материала, пахнущего морской солью. Грязные ящерицы, даже здесь я постоянно чувствую их запах. Давайте поговорим с Химуи. У недостроенного дома стоит женщина со скрещенными на груди руками. Она как будто отказывается принимать кров, который ей может предложить постройка. Кажется, что она хмурится, но шрамы на ее лице не позволяют сказать определенно. Чужеземец в Текеваре? Кто ты, незнакомец? Ее рука скользит к поясу из шкуры, пристегнутому к талии.
Я Литор, на мой корабль непокорный. Капитан? Если бы ты шел с подветренной стороны острова, то прошел бы мимо, я говорю. Я говорил о Раанге Руану, что вонь Тикевары будет отпугивать и друзей, и врагов. Чувствуешь этот запах? Она раздувает ноздри и морщится. О чем ты говоришь? Она ворчит. Я говорю о лагуфетах. На этом острове нет такой еды, какую эти твари не воровали бы. Ее похожие на морщины шрамы делают ее лицо хмурым. Эдер. Да, но как можно отказать этим мордашкам? Они все время кружат вокруг деревни, пытаясь найти лазейку. Она трясет пальцем. Кажется, она уже не впервые приводит этот довод. Я оттащила клетку с мелочью ближе к берегу, но даже оттуда я чувствую их запах. Неудивительно, что они пришли. Пляж воняет, как кладка лагуфетов. Лучше держать их под присмотром, чем затачивать дротики для духовых ружей, я говорю. Неделю назад я высадила рыбу во овраге Аайна, так что я предложила другим Матару пояс своей матери в обмен на голову самки матери. Умыляясь, она поглаживает кожаный пояс, обернутый вокруг талии. Не каждый день незнакомцы высаживаются на нашем берегу. Не хочешь показать мне, как чужаки поступают с лагуфетами? Небольшое состязание еще никому не вредило. Они животные, с ними нужно разговаривать на языке железа, слова не помогут. Охотничьи предания наших предков гласят, что после смерти их рыбьего Раанги все потомство рассеется. Если ты перережешь горло матери, не придется охотиться на ее потомство. Она делает резкий жест у своей шеи. Что ты делаешь с обломками корабля? Раанга хотел факторию. Она смотрит на странное строение, судя по всему, сделанное из строительных лесов и останков кораблекрушений. Он сказал, тогда сюда придет больше валянцев, вроде этого потного гнома. Они принесут еду, припасы и свои грязные деньги. Ее лицо искажает гримаса отвращения. Что не так? Всегда я стою здесь. Это не работа для Матару. Мы охотимся, сражаемся и приказываем. Она шагает взад-вперед, ее руки и ноги подрагивают от избытка энергии. Разве ты тут не руководишь всем? Кто-то ведь должен. Она останавливается и хмурит брови. Так почему ты не охотишься, не сражаешься? Разве можно охотиться среди этих камней и мха? Дичи нет, одни лагуфеты прячутся во враге Аина. Даже антилопы знают, что здесь плохо жить. Травы скудные, деревья, как кости младенцев, маленькие и мягкие. Даже чтобы построить вот это, нам нужно ходить в горы за деревом. Она стучит по стене фактории костяшками пальцев. Мне нужно место, где я смогу отдохнуть. Более гостеприимного племени тебе не встретить. Она приближает свое лицо к вашему и смотрит в глаза, как будто желая, чтобы вы не согласились с ней. Видишь, местные устроили потасовку в твою честь. Так, решительность плюс 2, продолжительность вредного воздействия минус 25, интеллект плюс 3, упреждающие атаки для атаки усиления. Будем иметь в виду. Короче, это у нас таверна получается. Небольшие недозрелые фрукты, к тому же по большей части подпорченные червями. Я не смогу съесть гнома. Зачем? Подыграй, я выбираю живот, толстый и сытый. Мы рапару, глупцы, мы получим только хрящи, которые у него между пальцев. Так, понятно. Сюда зайти нельзя. Все-таки очень красивая. Сделана игра, очень красивая. Ладно, давайте сначала. Там какие-то два были персонажа. Сейчас хочу к ним подойти сначала. Вот. Но мы, как обычно, будем исследовать всю карту. Сюда еще на пляжик пойдем. А, кстати, у нас же задание появилось. Ярость самки матери. Химуихи беспокоится, что лагуфеты Тикевары представляют смертельную опасность для деревни. Она хочет, чтобы вы убили самку мать. Во враге Аайна. Так, это первое. Потом у нас обновилась бури
Ури Пока Кахары. Вот. Но все остальное будет дальше. Так, ну давайте пока пройдемся по пляжику. Красиво. Вода очень реалистично сделана. Брошенная кошка. Мири. Интеллект +1. Дальше нельзя. Ты верно издалека. Хватит чирикать, у меня нет для тебя рыбы. Высокой воды. Рыбак кланяется вам в знак приветствия и вытирает руки саронг, испачканной рыбьими кишками. Он избегает вашего взгляда. Что ты можешь рассказать мне о Тикиваре? Прилив приносит совсем немного рыбы, а отлив ее еще меньше. Он показывает настоящую на пляже стойку, на которой висит всего несколько тощих рыбешек. Почему эти лагуфеты в клетках? Химуихи и другие Матару нашли их, исследуя остров. Он осматривает существ со смесью тревоги и отвращения. В ответ они скалят зубы. Вокруг их затуманенных, сочащихся слизью глаз кружат мухи, а чешуя покрыта пятнами грязи. Она сказала, может получится их надрессировать, чтобы помочь в строительстве. А если море и земля не смогут нас прокормить, то на еду пустим. Он пожимает плечами, почесывая свой впалый живот. Ну вот, в принципе, наверное, и понятно, почему они постоянно нападают, да? Скорее всего, мать просто хочет их вернуть. Ну, точнее, не нападают, а крадут еду, ну, неважно. Серафен, моряк на колдуне как-то предложил нам отобедать мясо рыболюдов. Никто не жаловался, когда Ремара выгнала его в ближайшем порту. Орлан морщит нос. В ответ он лишь безразлично моргает, бросая нетерпеливый взгляд в сторону моря. Детеныш лагуфета. Это кража. Ну, на будущее будем иметь в виду. Скорее всего, я думаю, что это еще не конец общения нашего с ним. Вообще, как раз, ребят, сейчас читаю книжку «Последний порог» Роберта Сальватора про одного небезызвестного героя Дриста де Урдена. Вот. И вот там как раз тоже про сахуагенов было, которые являются рыболюдьми. Очень забавное совпадение. Деревня голодает, а ты прячешь плоды каики? Я ничего не прятал, иглобрюх, ты распухший. Предатель, челюсти Нгати сомкнутся над тобой. Так. Мукуму, признавайся, Тамау, или ты позволишь пище сгнить? Лоб молодого воина нахмурен и покрыт капельками пота. Он стоит над мужчиной, привязанным к столбу. Идиот, я что, похож на сытого? Спроси других, Рапару, мы голодаем. Каждое слово привязанного человека напоминает мученический хрип. Он смотрит на Мукуму. Стыд. Все прочие Рапару работают ежедневно в 10 раз больше, чем ты работал за всю свою жизнь, и они никогда не жалуются. Воин достает из-за пояса кинжал и осторожно касается его кончика. Моргнув, он поворачивается к вам и широко улыбается. Зоти, хранитель, мы не можем терпеть такую несправедливость. Сделай что-нибудь, или этим займусь я. Не беспокойся, я все сделаю. Правда? То есть, ну, конечно. Она широко и нахально улыбается, не в силах спрятать радость. Я говорю, чужеземка ходит как Матару. Говорит как Матару. Он касается подбородка и окидывает взглядом Зоти, прежде чем снова повернуться к вам. Очередной чужеземец? В голодное время ты пришел в Тикивару. Мукуму шумно выдыхает через нос. Что тебе до этой гнилой рыбы? Тамау признается, если я затяну веревки потуже. Так. Полагаю, он что-то натворил. Пикеха застал этого подлеца за воровством наших последних плодов каики. Племя должно было разделить их на церемонии урожая. Тамау, я не крал никаких каики, но теперь жалею об этом. Я бы спрятал их в самом отвратительном месте. Он обнажает зубы в дерзкой ухмылке. Слышишь? Мы дали ему второй шанс, а он плюнул нам в душу. Мукума держит свой меч у сердца Тамао. Что скажешь ты, Тамао?
Я говорю, я заслуживаю того, что у других в достатке. Тень, сытый желудок, возможность преклонить колени на прохладном песке. Он смотрит на Макуму. Мы перестали быть племенем, когда Руану связался с чужаками. Теперь мы можем спасти только себя. Ты позоришь нас, Тамау. Если в следующей жизни ты станешь кокосовым крабом, это будет слишком хорошо для тебя. Макуму топает ногой, поднимая клубы пыли. Что такое церемония Каики? Мы съедаем последние плоды Каики всем племенем. Так мы благодарим Кахопу, угря жизни. Он опускает глаза. Теперь это невозможно. Мы лишимся урожая, потому что этот ставит свой пустой желудок выше богов. По традиции нужно съесть весь фрукт с семенами и прочим. Экера, именно так, нерешительно кивает. Чтобы Кахопа благословил нас, нужно съесть и плоды, и семена. Он уже так делал? Лгал и воровал? Экера. Когда у нас есть еда, он берет больше, чем заслуживает. Он ворует корзины и горшки, и даже украл наконечник копья у воина во время охоты. Рассерженный Макума вытирает лоб тыльной стороной ладони. Я говорю, нет на Текеваре никого, кому бы он не доставил хлопот. Может, даже во всем архипелаге таких не найти. Если бы у меня были с собой несколько каики, это помогло бы? Я говорю, дело не в пропавшей еде. Тамау предал племя, обесчестил Рапару, лишил нас всех милости Кахопы. Он моргает, как будто ему стыдно даже говорить об этом. Если он не расскажет нам, куда дел Каики, в следующей жизни он превратится в выльную рыбу и попадет в наши сети. Он снова повышает голос, чтобы Тамау точно расслышал его слова. Вот виновный найден, что теперь? Слова Пикеха достаточно, чтобы отдать Тамау волнам. Макума смотрит в сторону берега и касается лба. Тамау, лучше утонуть невиновным, чем умереть от голода с вами, глупцами. Тамау сплевывает, но слюна повисает на его подбородке. Макума отводит взгляд, стараясь не обращать на него внимания. Правосудие не наполнит ни наши желудки, ни наши души. Оно не поможет богам остановить голод. Рука Макумы тянется к животу. Он смотрит в сторону горизонта. Я задолжал богам услугу, считай, ваши каики уже найдены. Экера, ты и правда поможешь? Я скажу Раанге, чтобы он посвятил пир в честь последних каики тебе. Он ударяет вас по плечу, совсем забыв о Тамау. Пока каики не найдутся, я с удовольствием буду выпытывать ответ у этого упрямого угря. Он касается кончика своего кинжала, его губы расплываются в ухмылке. Ты можешь допросить его, как хочешь, я говорю. И Пикеха, он обычно бродит недалеко от берега. Макуму кивает в сторону моря. Что ты здесь делаешь? Я воин, как и большинство Матару. Разве ты не видишь? Он выпрямляется и взмахивает клинком. На Текеваре не слишком много поводов для сражения. Разве что рыбаки переберут гномьего ликера. Серафен, на колдуне я узнал о Гроге забавную вещь. Он рождает столько же ссор, сколько и гасит. Он ухмыляется, снимая с пояса бурдюк и отхлебывает из него. Но это лишь небольшие потасовки. Не как на островах, где мы жили прежде, когда пираты, рабовладельцы... Он выглядит потерянным. В течение нескольких секунд его широко распахнутые глаза смотрят в пустоту ужасных воспоминаний. Через мгновение он приходит в себя. Что я говорил? Текевара не самое изобильное место, но есть тут вещи и похуже, Экера. Я хочу знать больше о деревне. Тогда ты должен поговорить с Раангой. Его жилище стоит на вершине холма за факторией. Наири тоже много знает, но она молчит с тех пор, как... Его глаза расширяются, когда он понимает, что чуть не проговорился. Он прокашливается. Наири, она ухаживает за святилищем в северо-западной части деревни, рядом со статуей Нгати. Да, он быстро кивает. Так, мы получили еще одно задание. Последние плоды каики, оставшиеся в деревне, пропали. Ну, в принципе, понятно. Значит, нужно с рыбаком поговорить и с Тамао. Давай с Тамао поговорим сначала. Связанный человек бросает на вас подозрительный взгляд, из последних сил сжимая кулаки. Зоти, не нравится мне это хранитель. Может, мы сможем чем-то ему помочь? Зачем ты смотришь на меня? Нравится смотреть, как я на солнце иссыхаю?
Может, это просто солнце, но кожа на изнуренном лице этого человека действительно выглядит высохшей. Расскажи о себе. Я видал времена получше. Он кривится, смотря вам в глаза. Я тружусь во имя племени, но Раанга отдает все лучшее своим воинам. И зачем воину полный желудок, если мы не воюем? Тамао качает головой и хмурится. У меня есть кое-какие вопросы. Тогда, возможно, тебе стоит спросить кого-нибудь, у кого обе ноги на земле. Мне нужно экономить силы. Ты украл последние каики племени. Если бы я думал животом, давно бы попытался это сделать. Он с тоской смотрит на хижину к северу от дома Раанги. Пикеха ненавидит меня за то, что я издеваюсь над его жалкими уловами. В своей лодке он мертвый груз, поэтому он меня обвиняет. А что ты сам скажешь? Пикеха говорит, что я крался к сушильной хижине, что к северу от дома Раанги. Экера, это правда. Я бы забрал каики, но их там уже не было. Как ты думаешь, кто еще мог его взять? Говорят, у Рапару один общий пустой желудок. Любой из них мог это сделать. Он морщится и указывает на свое тощее телосложение. Племя вялит меня на солнце, словно мясо, потому что меня все ненавидят, а не из-за кражи каики. Ясно. Ну, короче, нужно будет расследовать, посмотреть на ту хижину. Конечно, но сейчас перед этим мы поговорим еще с Пикехо. Тебе что-то нужно? Рыбак почесывает щеку, размазывая по ней блестящие чешуйки. Мукуму говорит, что ты застал Тамао за кражей каики. Экера. Он останавливается и смотрит на вас широко раскрытыми глазами. Тамао ошивался возле сушильной хижины к северу от дома Раанги, где мы хранили каики для церемонии. Он поворачивает голову в сторону хижины, не отрывая от вас взгляда. Я схватил Тамао за руку и притащил к Мукуму. Мы обнаружили пропажу всех каики. Этот змееныш сам виноват, а теперь Мукуму отправит его в пасть Тангалоа, где ему и место. Пикеха медленно кивает. Складная история. Похититель каики как раз такую бы и придумал. Тамао вор. Экера, я целыми днями ловлю рыбу для племени. Пикеха качает головой и тяжело дышит. Исходящий от него запах пота усиливается. У Тамао ведь не было в руках каики? Он открывает рот, собираясь ответить, но тут же его закрывает и опускает голову. Говорят, боги мочатся на души лжецов и возвращают их в Иору в виде мелких рачков. Тамао не похищал каики. Наверное, Кахопа сотворил Тамао из песчаной тли, ведь он ничего не дает племени, только забирает. Это не ты украл каики? Так, это не Тамао виняет невиновного. Тамао такой же невиновный, как мерзкий водяной червь. Пикеха с силой плюет на землю. Он ненавидит племя, которое из чувства жалости и сострадания кормит его и одевает, а сам ни пальцем не шевелит, чтобы хоть кому-то помочь, кроме себя. Пикеха сжимает руки в кулак. Знание этого не вернет каики в сушильную хижину, но поможет исцелить племя. Примет ли Мукуму твое опровержение без доказательства в виде каики? Нет, ему нужны каики и виновный, как и всем нам. Не знаю, сокрыл ли свои следы истинный вор, ведь Мукуму не искал улики. Пикеха пожимает плечами и спокойно стряхивает с ног песок. Но сушильная хижина, Экера, я бы взглянул на его сандалии. Так, сандалии. Это уже интересно. Ну что ж, ребята, старая добрая детективная загадка никогда не бывает лишней. Что ж такие подтормаживания-то? Сегодня вообще как-то прям грустно. Сплетено из тростника каора, прочного, но гибкого материала, пахнущего морской солью. Вот сюда вот общественный склад нам нужно будет потом. Руану мудро поступил, когда привел нас сюда. Прошел год, и чужестранцы ни разу не напали на нас. Но наши запасы еды на исходе. Лучше умереть в бою, чем от голода.
Очень интересный, конечно, уклад, ну типа устрой общественный у этих, у Анна. Вы бьете в барабан, и он издает приятный низкий звук. Тиана. Немолодая женщина Лана опирается локтем на барабан так, будто только он держит ее в вертикальном положении. Она похлопывает по инструменту, но так тихо, что издаваемый им звук не громче вздоха. Когда вы приближаетесь, она открывает глаза. Что ты здесь делаешь? Она наклоняет голову, ее губы изгибаются в настороженной улыбке. Она касается лба двумя пальцами, а потом пару раз ударяет по барабану. Это могло бы быть знакомством. Ты не разговариваешь? У нее на шее глубокий морщинистый шрам. Она наклоняет голову на бок, позволяя приглядеться к шраму получше. Его угол и форма напоминают отметину от кабаньих клыков. Она поднимает палец и показывает на высушенное копыто, привязанное к ее поясу. Потом делает несколько быстрых движений, напоминающих натягивание и отпускание тетивы. Ухмыляясь, она щелкает пальцами и, удовлетворенно вздохнув, снова прислоняется к барабану. Постучать по барабану. Вы делаете несколько неуверенных ударов. Она закусывает внутреннюю часть щеки, а после выстукивает быстрый ответ костяшками пальцев. Потом она выстукивает более тяжелый и быстрый ритм и уступает, ухмыляясь вам. Ну, мы... сыграть что-нибудь вместе. Она кладет руку на бедро, скептически наблюдая за вашей игрой. Наконец она начинает качать головой в такт, и ее улыбка становится немного шире. Она присаживается ближе, так что ваши плечи касаются друг друга и выбивает на барабане ритм, энергичный, но не обгоняющий вас. Мелодия ее игры меняется, она становится сложнее, но остается такой же живой. Она закрывает глаза и покачивается. Ее движения заставляют ритм казаться непринужденным, но ее руки двигаются так быстро, что их почти невозможно заметить. В деревне внизу в такт музыки начинает покачиваться голова. Нахмуренные лица мгновенно расслабляются. Наконец она обрывает ритм и делает шаг назад, тряся руками и судорожно вдыхая воздух. Она наклоняет голову в твою сторону, благодарность и одобрение смешиваются с усталостью. А вот пламя, я снова готов. Что ты здесь делаешь? Преувеличенно театральным жестом женщина прикрывает глаза рукой от солнца и рассматривает горизонт. Потом она указывает куда-то вдаль, задорно задирает ноги и притворяется, что энергично ударяет в барабан. Пожав плечами, она позволяет своей руке вновь упасть. Ладно, пока не будем насчет Каики спрашивать у нее, но запомним, что здесь есть этот вопрос. Здесь точно должно быть что-то скрытое, ребят. Вот прям точно. Вот в этом углу. Я бы простоял здесь очень долго, но ладно. Пока мы исследуем все внешнее, а потом будем исследовать внутреннее. Испачканный тростник Каора. Так, это и есть общественный склад, кстати. А почему туда нельзя никак зайти? Интересно. Выброшенная кошка, еще одна. Хлоя. Хлоя нам дает точность плюс 3 для атаки ближний бой. И это неплохо. Так. Ну что, посмотрим сюда, может там что-то спрятано. Ладно. Что тут скажешь? Так. Надо было зажигать Роатайский маяк. Все наши плоды Каики пропали. Если Тамао не признается, у Микома будут проблемы. Ладно, пойдем тогда пока в хижину жреца. И, кстати, возможно, это жрица, кстати. Вот. Ну ладно, сейчас сначала тогда к вождю зайдем, а потом к жрецу. Что, помните, он чуть не проговорился о чем-то, да, связанном с ней. Добро пожаловать в Тикивару. Ранга. Дерево гладкое на ощупь. Тотем выглядит так, будто его совсем недавно вырезали и покрасили. Все прорехи на этом потрепанном старом знамени аккуратно заштопаны заботливой рукой.
Это Таомау о чем-то переговаривается со стоящими рядом с ним воинами. Он говорит тихо, но решительно. Стоит ему вас заметить, как все его лицо расплывается в широченной улыбке. «Приветствую, друг. Принимать гостей всегда почетно». Он наклоняет голову и прислоняется к колбу. В Тикеваре часто останавливаются иноземцы? Пока нет, но это не за горами. Тикевара расцветет, когда наши друзья в Альянсе построят здесь гавань для остановки во время плавания. Я бы осыпал тебя плодами урожая, но в этом сезоне природа не очень добра к нам. Пока Кахара охвачена беспокойством. Пусть в буре и далеко от нас, они пугают косяки рыб и гонят их в спокойные воды. Он показывает рукой на восток, после чего резко ее опускает. А что такое Пока Кахара? Остров, не тронутый со времен наших предков. В Альянсе отправились в Пока Кахару в поисках Сияющей Адры, но их экспедиция так и не вернулась. Но бури становятся все сильнее, Тикевара умирает. Ни один путник здесь не остановится, если обедать придется собственным ремнем. Он растерянно сжимает костяшки на руке так, что пальцы белеют от оттока крови. Почему ты не уйдешь в племя в другое место? В старых деревнях нас грабили пираты, похищали работорговцы и убивали раватайские разведчики. С каждым признанием его голова опускается все ниже, словно это его личная вина. И я привел их сюда, где почва слишком бедна для плодов каики, а море слишком мелководное для рыбы. По крайней мере, мы расположены на пути валианских торговцев. Это означает защиту, процветание, будущее. Он решительно кивает. Как Пока Кахара может вызывать бурю? Ты на островах впервые, ты не должен об этом знать. Наши предки рассказывали о Сияющей Адре, костях мертвого огня, пронзающих пески Пока Кахара. Водный кулак Нгати защищает Адру. Никто, будь то иноземный злодей или Уана, не избежит ее гнева. Такое влияние Адры на окружающую среду очень необычно. Может, поэтому в Альянсе так ею заинтересовались? Руана почувствует голову и пожимает плечами. Капитан отмахнулся от моих рассказов, словно от жужжания мошкары. Есть ли другие проблемы помимо бурь? Экера, наши каноэ не зря за версту обходят Пока Кахару. Среди наших предков жил другой народ. Они построили в пустыне храм, теперь там лишь смерть. Алот, частое следствие влияния англитанцев. Но в Альянсе не внимали моему предупреждению. Он пожимает плечи и смотрит в сторону. У меня есть опыт общения с древними местами, вызывающими бури. Я займусь этим. Его глаза немного расширяются. Появившаяся на его лице улыбка кажется вполне искренней. Этот знак передавался рангами из поколения в поколение. Говорят, в лучшие времена его привезли с Пока Кахары. Он передает вам тяжелую медную спираль. Медный ключ-ракушка. Это элегантная вещица, медная копия ракушки Музума, улитки-трупоеда, процветающей в водах архипелага Мертвого Огня. Царапина и патина свидетельствуют о почтенном возрасте находки. Выглядит как ракушка. Музумская улитка – мерзкая тварь. Они пожирают мертвых быстрее Тангалоа. Мои куару такое бы не изготовили. Ох уж эти предки и их увлечения. Он пожимает плечами и улыбается. Если тебе нужна помощь, воины Химуихи готовы сделать все, стоит им только крикнуть. Он вновь поднимает пальцы к колбу. Расскажи мне о племени. Наша деревня еще молода, но когда придут в Альянсы, она начнет расти. Для этого мы строим здесь много домов, даже факторию. Он светится от гордости. Мы сделаем Тикевару подходящей для валианцев. Тогда по пути на Пока Кахару они построят здесь гавань. Иного и быть не может. Он прокашливается. Не похоже, что тебя смущает присутствие валианцев. Некоторые племена держатся от иноземцев стороной, но могущественные друзья всегда полезны. Он еле заметно хмурится. А вот, влиятельные друзья умеют настаивать на ценных услугах. Да, Литорн? Он искоса на вас смотрит. Если валианцы придут, они построят свой аванпост здесь, в Тикеваре. Его глаза бегают, словно он пытается убедить в этом самого себя. Тогда у нас будет чем торговать с иноземцами, помимо ценного кронги. Деньги принесут за собой защиту и дружбу.
Яростно кивает. Вполне взаимовыгодное соглашение. Вы всегда так дружелюбны? Эдер, ты точно хочешь об этом спросить? Такие добряки редко попадаются. Я считаю, что в Тикиваре для каждого есть место у костра, и в животе стражника, стоящего рядом с Руану, раздается бурчание. Он кривится и кладет туда руку, словно в попытке заглушить громкий звук. Ранга бросает в его сторону испепеляющий взгляд. И Каики в руках. Когда он поворачивается к вам, на его лице вновь улыбка. Давай вернемся к предыдущему вопросу. Где можно пополнить припасы? Вариансы оставили гному кучу ящиков. Он хранит их на пляже. На его лице появляется едва заметное раздражение, которое через мгновение пропадает, словно рябь на воде. Но от гостей мы никогда не отказываемся. Если нужно передохнуть, Химуихи покажет жителей, которые с радостью предоставят тебе кровь. А если понадобится помощь могучих воинов Матару, обратись к Химуихе. Она охраняет факторию. У меня есть вопросы по Какахаре. Из этих руин исходят лишь ветер и горе. Не ответа. Он жестом просит вас продолжать. Так, ну вроде бы все. Вот. И у нас новый уровень. Кстати, что-то выполнилось? Нет, у нас не выполнилось, но бури по Какахара. Так, ладно. Он нам ничего не скажет по поводу наших вопросов с плодами. Нет, видимо. Эти ребята. Что сказала королева? Когда она прогонит чужаков? Я думаю, может это гном вообще? Давайте сейчас попробуем вот в этой коробочке поискать. Просто нужно подождать, пока все отсюда уйдут. Я уверен, что это не зря вот так вот здесь ходят они. Да, сегодня подтормаживания определенно какие-то сильные слишком. Так, стоп. Веревка с крюком, раковина Азата Нуя. Ну ладно. И все получается. Здесь никуда нельзя зайти. Интересно, зачем тогда была речь об этом? Ладно, давайте у Тианы спросим. Ты знаешь что-нибудь о пропавших Каики? Нахмурившись, она взмахивает рукой, обводя всю деревню, пожимает плечами. Потом ее рука идет в направлении живота. Она выдыхает через нос. Ну, короче, понятно, есть, типа, нечего. Ладно, значит, жрица. Я думаю, что это она. Хижина Куару. Давайте заглянем. Не были мы тут. Ронги. Похоже, этот Аумауа погружен в размышления. Он одет в чистую и опрятную одежду, но так часто дергает за край своего пояса, что тот превратился в длинную узкую нить. Он поднимает глаза, смотрит на вас, и его отстраненный взгляд неожиданно фокусируется. Что такое? Да ты в Тикиваре впервые. Он кивает и осматривает вас. Что ты здесь делаешь? Я плету корзины и циновки, мягкие и прочные, как тетка научила. Он улыбается с искренней гордостью. В полдень пойду к фактории, чтобы их продать. Конечно, все мои заработки отправляются прямиком к Раанга. Это честная дележка. Он торопливо добавляет последние слова. Честная дележка? Экера.
Племя доверяет Раанге раздачу еды, товаров и монет. Лучшие получают Матару, затем Куару. Рапару разделяют между собой оставшиеся. Мукуму позаботится. Тамао ответит за нарушение правил честной дележки. Ранги хмурится. Что ты здесь делаешь? Ты что-нибудь слышал о пропавших Кейке? Только то, что Тамао спал как толстая черепаха, пока остальные грызли тростник, чтобы обмануть желудок. Ранги скрещивает руки. Икера, ничего удивительного. Тамао это заслужил. Не похоже, что ты сильно расстроен. Виновен он или нет, Тамао заслужил смерть среди волн. Плакать по нем я не буду. Он ныл, пока Раанга не отдал ему мои лучшие циновки, а потом бросил их на произвол диких зверей. Пусть его судят боги. Ранги надувает губы, но сдерживается. Так значит, тебе все равно, даже если Тамао не виновен? Племя несложно и без этого, и без того, чтобы Уана пытались друг у друга кусок еды отобрать. Ронги раздувает ноздри и отворачивается. Ты слишком дерзко себя ведешь для чужеземца. Возвращайся-ка ты на берег, который тебе рад. Маки отворачивается и замолкает. Вижу, что тебе на одном месте долго не сидится. Ну, короче, он ничего нам интересного не сказал, в принципе. Вихата. Зачем Ронги ходит на берег по ночам? Опа! И, кстати, смотрите, она не подсвечивалась, когда мы делали табом. А давайте выясним. На берег. Ронги ходит на берег по ночам. Ронги потерял покой, я говорю. Так, давайте почитаем. Сорванный плод. Ронги с негодованием отверг предположение о том, что Тамао может быть невиновен. Наверное, стоит за ним проследить. Корзинщик Ронги каждую ночь в полночь ходит на берег. Никто не знает зачем. Вот мы и выясним. Пока еще не ночь. Время 10. Резные узоры на колоколе кое-где совсем стерлись, кое-где покрылись патиной. Статуя изображает сладострастную женщину с головой рыбы-удильщика. Краски на ней сочные, словно нанесены совсем недавно. Небеса кричат по весь голос, я говорю. Так, ну что ж. Может нам Нгати что-то, точнее не Нгати, а как это зовут, забыл. Ну, жрица, в общем, что-то, может быть, расскажет. Мы гордимся тем, что ты тоже Уана. Ветра мира сегодня особенно жестокий иноземец. Рапару. Матару. Эта женщина еще молода, но ведет себя так серьезно, словно она намного старше. Ее нос и уши украшены пирсингом, а на лице хмурый взгляд. Опять иноземцы? Твои хозяева так отчаялись, что послали тебя голодных крестьян грабить? Кажется, наше знакомство началось не очень удачно. Я Литорн, капитан корабля Непокорный. Зачем ты это говоришь? Хочешь произвести на меня впечатление? Ты ничем не отличаешься от тех, кто был здесь до тебя. Она сердито мотает головой. Иноземцы захватывают наши земли не только клинками, но и договорами, записанными чернилами на бумаге. Но исход от этого не меняется. Она выпрямляется и морщится. Я просто ищу потерянную экспедицию валянцев. Нам будет лучше, если ее не найдут.
Руану сотрудничает с любителями легкой наживы, которые прибыли на Покакахару, заслышав про Адру. Я предупреждала варианцев про Покакахару, но кто послушает глупую девчонку Уана? Теперь осталась только я. Их больше нет, их забрало проклятие. Варианские навигаторы одни из лучших в мире, они не могут так просто пропасть. Покакахара не предназначена для них. Море дает и отбирает, как того желает Нгати. Она дотрагивается пальцами до лба. В моих снах темные тучи окружают Покакахару и проглатывают всех нас. Она пристально смотрит на статую возле себя. Если варианцы уехали, то почему ты в таком благом настроении? Этот приток чужаков не последний. Придут и другие. Они никогда не насытятся, словно акулы. Именно для этого мы построили эту деревню. И для этого он потратил половину наших запасов на пиры в их честь. Она складывает руки на груди и решительно упирается своими большими ступнями о землю. Ты друг Уана. Если наша дружба нужна тебе не только ради выгоды, настало время это доказать. Если отправишься на Покакахару, лучше уничтожь ее ради племени. Она поднимает бровь и внимательно наблюдает за вашей реакцией. Эдер, всегда уничтожить, никогда не восстановить. Если Адры не будет, валианцы отправятся ее добывать в другом месте, позволив нам направить наши каноэ к бою по ветревым берегам. И как мне предлагается уничтожить сияющую Адру? Если бы я это знала, сделала бы это сама. Все, что построено, наверняка можно уничтожить. А бури – доказательство, что без магии тут не обошлось. Рассей эту магию, изгони ее, сделай то, что требуется. Она поглаживает одну ладонь другой. Я подумаю. Надеюсь, и мы об этом не говорили, Кера. Она кивает, но смотрит на вас с подозрением, прищурившись. Ты жрица этого племени? Она кивает, пальцем указывая на висящий на шее медальон в форме полумесяца. Мы поклоняемся тем же богам, что и иноземцы, но зовем их иначе. Это Нгати, морская обманщица. Она показывает на деревянную статую. Она гладкая, словно старая затонувшая коряга. Судя по участкам, выцветшим на солнце и потемневшим от воды, ее много лет перевозили из одной деревни в другую. Зоти, как и я, ты поклоняешься к Хауну, по крайней мере в Никитаке. Но, скажу честно, никогда не слышала, чтобы Ондру называли Нгати. Иноземцы называют ее Ондрой. Для нас ее имя не имеет значения. Говорят, у Анахару тоже проблема с иноземцами. Она морщится, услышав это имя. Ее пальцы тянутся к коралловому полумесяцу. Она резко их отдергивает, складывая руки на груди. Анахару был жрецом нашего племени до меня и моим отцом, пока не вызвал Руану на испытание волной. Она вздыхает, и ее рука находит медальон, крепко его сжимая. Но он отлучен. Говорить о нем запрещено. Расскажи мне об испытании волной. Когда два вождя не могут разрешить спор, мы обращаемся к Нгати. Двое противников должны сразиться с жестоким течением, тварями с морского дна и волнами, удары которых способны разбить их тела о камень. Победитель, если он есть, получает милость Нгати. Проигравшего, живого или мертвого, ждет забвение Нгати и племени. Она опускает взгляд. Что значит отлучен? Она морщится. Это означает, что племя должно о нем забыть. Ранга раздал его имущество другим Матару, и больше мы о нем не говорим. Она сглатывает, все еще смотря в сторону. Зачем Анахару вызвал Руану на испытание волной? Мой отец знал, что торговцы не менее опасны, чем пираты и работорговцы. Может, даже больше, ведь в Никитаке они становятся сильнее. И когда прибыла их экспедиция, он умолял Руану отправить их во Свояси и переселить племя на другой остров. Она сжимает медальон так сильно, что костяшки ее пальцев белеют. Руану не послушал, но Анахару стал говорить. Понятно. Анахару перешел в следующую жизнь, но если его забыть, то он отправится в другое племя. Она опускает голову. Похоже, ты не очень высокого мнения о правлении Руану. Он наш Ранга. Моя двоюродная бабка взглянула в его душу и объявила это. Ее голос дрожит, когда она произносит эти слова, а рука сжимается в кулак.
Мне следует его почитать, хоть он и строит жилье для наших врагов. А вы не пытались его урезонить? Экера, я пыталась, как и Анна. Она прерывается, опускает глаза и хмурится. Анахару, я должна научиться не произносить его имя. Так. Ну, в принципе, тут мы никакой новой информации не подчеркнули. Мы стоим на страже, чтобы логофеты не напали на деревья. В общем, получается, все-таки не жрица, да, виновата. Интересно, кто ж тогда? Ну, точнее, не кто тогда, понятно кто. Нужно ночи дождаться и пойти на пляж. Вот. Сюда. Я думаю, что мы сейчас с вами до сюда как раз дойдем, ребята, и будем эту серию заканчивать, потому что время уже все-таки подходит к концу. Ну, время 11 сейчас вот по игре. Вот, 11, наверное, я так понимаю, что по 24-часовому графику. Будет видно, конечно. Вот, но в любом случае, ребят, на сегодня это все. Вот, мы сейчас с вами сохранимся. А в следующей серии, я думаю, что мы раскроем эту загадку, а также отправимся исследовать этот остров. Потому что пока Кахара, получается, это другой остров. С вами был Литорн, спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, делитесь видео, ставьте лайки. До следующей встречи.